Друзья, всем привет! Под роликом про наш шкаф появилось много вопросов касательно нюансов проектирования и сборки, и даже рассуждений на тему его практичности, а также запросов на готовый проект шкафа. Поэтому я решил снять короткое видео, в первой части которого отвечу на все вопросы и возражения, а во второй части ролика сделаю некоторые пояснения по проекту. Итак, поехали! Почему нет задней стенки? Ведь вся пыль будет лететь непременно в шкаф. Некоторые даже писали, что конструкция без задней стенки – это неправильное решение, мол, шкаф непременно будет хлипким. Друзья, были у нас шкафы как с задними стенками, так и без них, и по нашим наблюдениям, в обоих случаях пыль внутри обязательно будет скапливаться. Немного, но будет. И дело тут не в наличии или отсутствии задней стенки. Наш шкаф достаточно плотно стоит к стене квартиры, и, поверьте, не она является источником пыли. Пыль попадает в шкаф, когда вы открываете двери, а при закрытых дверях все равно остаются зазоры, через которые пыль также благополучно попадает во внутреннее пространство. Что же касается прочности конструкции нашего шкафа, то и без задней стенки она очень даже крепкая и устойчивая. Все потому, что шкаф в нескольких местах намертво прикручен к бетонной стене. Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что несущая стена дома прочнее, чем лист ХДФ. Частый вопрос. Где покупать материал, где делать распил и кромить? Как правило, купить материал, раскроить детали и закромить их можно в одном месте. Чтобы сэкономить при этом, лучше найти в вашем регионе официального представителя той марки ЛДСП, который вы выбрали, и у них же заказать раскрой и кромление деталей. Ну а если крупного поставщика вам найти не удастся, то можно обратиться к перекупщикам. И у них тоже, как правило, можно заказать раскрой и кромление деталей. Правда, в этом случае приготовьтесь переплачивать. И еще у маленьких компаний не всегда достаточно качественное оборудование. В этом случае велика вероятность того, что линия реза будет со сколами, а кромка может отстать от детали через какое-то время. Следующий вопрос. В какой программе делали проект? Проект делала моя жена на обычном листе бумаги в клетку. Поверьте, это очень просто, и для самостоятельного проектирования вовсе не обязательно иметь 7 пядей во лбу. Достаточно знаний из школьного курса математики. А еще нужно знать габариты шкафа под вашу квартиру и продумать, какое будет его внутреннее наполнение. Что вы хотите получить? Побольше полок или больше места, чтобы вешать одежду? Если вы что-то собираетесь хранить, например, в икеевских коробах, тогда вам нужно будет знать их размеры и учитывать, что двери при открывании съедают пространство внутри шкафа. Если сделать полку недостаточно широкой, без учета этой особенности, то ваш короб на полку уже не влезет. Еще ответьте себе на вопросы. Будете ли вы хранить в шкафу габаритные вещи, например, чемоданы? Есть ли в вашем гардеробе длинная одежда? Под все это тоже нужно выделить место. В общем, постарайтесь учесть как можно больше моментов и уже после этого приступать к проектированию вашего шкафа. И еще помните, что ЛДСП бывают разной толщины, и это тоже следует учитывать при расчете деталей. В этом ролике я не буду проводить урок по расчетам, просто чуть позже дам пояснение конкретно по нашему проекту. Кстати, в комментариях были запросы на наш проект. Друзья, нам не жалко. Если проект нашего шкафа вам подходит, то ссылка на него и на список деталей будет в описании. В комментариях было несколько высказываний о том, что двери такой высоты обязательно провиснут и их поведет. Друзья, я не совсем понимаю, что значит поведет, но прошло уже 7 месяцев, все двери шкафа как были ровными, так и остались. Ну и о провисании дверей даже и речи быть не может. Каждую дверь мы вешали на 7 петель. И это даже больше, чем достаточно для дверей такого размера. Какой ДСП использовали? Мы сделали выбор в пользу ЛДСП марки Egger, толщиной 16 мм. Детали корпуса изготовлены из обычного гладкого листа, а двери из материала линейки премиум. Он имеет матовое покрытие. Размер листа от Egger 2070 на 2800 мм. Какие ручки использовали? Друзья, это ручки из IKEA, их высота 320 мм. И, кстати, на AliExpress есть много подобных ручек, любых размеров и расцветок. Ссылка на похожий вариант будет в описании. Сколько у вас ушло материала? Всего на наш шкаф ушло меньше 4 листов ЛДСП на каркас и чуть больше одного листа на фасады. Примерно 150 метров кромки, 28 петель, одна штанга длиной 3 метра, 4 ручки и 12 подпятников. Из крепежа у нас ушло около сотни конфирматов и где-то 150 шурупов 4х16. Были еще эксцентриковые стяжки, их ушло 22 штуки. Кстати, помните, что их лучше устанавливать вместе с деревянными шкантами. Металлические уголки, через которые я крепил шкаф к стене, 4 штуки. И 6 пластиковых мебельных уголков, с помощью которых я прикрутил к стене видимую вертикальную стенку шкафа, чтобы она не прогибалась при случайном нажатии. И в нашем случае не обошлось без дюбель-гвоздей. А теперь давайте к вопросам по цене. В комментариях мнения насчет цены разделились. Друзья, здесь все зависит от времени.
Такая цена сложилась у нас в ноябре 2020 года. Конечно, сейчас она уже будет несколько выше, так как все подорожало. К тому же мы краили сразу кухню, кухонный пенал, вот этот шкаф и из остатков 2 тумбы. Разумеется, так выгоднее. Если бы мы краили материал только на один шкаф, то с нас взяли бы за полных 4 листа гладкого ДСП и за целых 2 листа матового. Хотя от второго листа нам потребовалось бы чуть больше четверти. Конечно, если экономить, то имеет смысл кроить все из одинакового ДСП, тогда шкаф влезет в 5 листов. Ну и думаю, что не стоит закупаться фурнитурой в первом же попавшемся магазине. Цены везде разные, например, конфирматы бывают по 3 рубля, а бывают и по 8, а их нужно много. Какой инструмент использовал для сборки? Кроме того, что должно быть обязательно в хозяйстве, молоток и отвертка, при сборке шкафа я использовал угловые струбцины, сверло под конфирмат, направляющую для дрели, дрель, шуруповерт, сверло Форстнера под чашки петель и под эксцентриковые стяжки, и уровень. Собственно, вот и весь набор. Ссылки на инструмент тоже смотрите в описании. Сколько ушло времени на сборку? Вообще, со всеми раскачками плюс время на съемку, а это, знаете ли, снижает скорость работы, на неспешную сборку 2 секций у нас ушло 2 неполных дня. И буквально несколько часов на установку дверей. А теперь давайте посмотрим на сам проект. Сразу скажу, что все указанные размеры деталей актуальны только для ЛДСП толщиной 16 мм. Если использовать материал другой толщины, то почти весь проект придется пересчитывать. Итак, высота шкафа 2700 мм, ширина 2 секций 2300 мм, каждая 1150 мм. Глубина составляет 560 мм. Все внутренние детали шкафа, полки и перегородки, имеют меньшую глубину 550 мм. И вот смотрите, эта полка 1118 мм. Это длина каждой секции 1150 мм, минус 16 мм и минус еще 16 мм. Это толщина 2 стенок с 2 сторон. Думаю, тут все понятно. При расчете учитываем толщину материала. Дальше. Цоколь у нас высотой 60 мм. Плюс там внутри есть еще ребро жесткости. В списке эта деталь имеет размер 544 на 60 мм. Вот эти штанги в нашем проекте запланированы как постоянные, а вот эти как опция. Если есть необходимость в хранении длинной одежды, брюки или платья, то она хранится в этом отделении. Если такой необходимости нет, то устанавливается дополнительная штанга, убирается вот эта полка, она тоже съемная, и вешаем одежду в 2 яруса, как и вот в этой секции. Верхняя штанга закреплена на расстоянии 5 см от полки, вторая на расстоянии 91 см. Кстати, 3-метровой штанги нам немного не хватило, как раз на одну деталь вот в эту секцию. Но она оказалась не нужна, так как здесь висит длинная одежда. И еще про двери. Они высотой 2680 мм и почти закрывают цоколь. От пола до нижнего края дверей 20 мм. Ширина дверей и, соответственно, зазора между ними у нас с учетом вот таких ручек. Если будете использовать обычные ручки, то зазоры между дверьми нужно уменьшить на 2 мм. То есть сделать ширину детали для двери уже не 567 мм, как у нас, а 568. А это перечень деталей, и я надеюсь, что здесь все понятно. Это размеры деталей, это количество деталей на 2 секции, а это их наименование. Вот для этих деталей нужно делать кромку толщиной 0,4 мм, для дверей 2 мм. Размеры деталей указаны с учетом того, что впоследствии к ним будет приклеена кромка. То есть в итоге размер дверей увеличится и их ширина будет уже 571 мм, а высота 2680 мм. Эти полоски над размерами деталей означают, что кромить нужно одну или 2 стороны с этим размером, в зависимости от количества полосок над ним. Одна полоска значит кромим только одну сторону, 2 полоски значит кромим деталь с 2 сторон. Соответственно, если в детали оба размера с 2 полосками, то деталь будет закромлена вся. В принципе, можно отдать этот список раскройщику, и он все поймет. Друзья, я надеюсь, что этим роликом я ответил на все вопросы по проекту нашего шкафа и объяснил, как можно без особых навыков и знаний компьютерных программ спроектировать шкаф под свои нужды. Если у вас остались вопросы или есть дополнения, то пишите их в комментариях. Ну а если ролик был вам полезен, то ставьте ему лайк и не забывайте подписываться на канал. Всем добра и творческих успехов. До новых встреч!